Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами будем вязать вот такую погремушку поросенка. Вот так она смотрится. Для погремушки я буду использовать пряжу джинс Ярнард. Это полухлопок в 50 граммах 160 метров. У меня будет розовый цвет, это 36, и белый. Также для погремушки нам понадобится гремелка. И вот погремушка у нас грызунок, потому я буду использовать вот такое деревянное колечко. По сантиметрам это колечко 6 сантиметров. И крючком буду вязать номер 2. В этом видео мы с вами свяжем основу для погремушки, голову, воротничок и вот основу, на которую будет крепиться сама погремушка. Начинаем вязать голову нашей погремушки. Делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Это наш первый ряд. Колечко затягиваем и переходим ко второму ряду. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда нам нужно провязать по прибавлению. То есть вяжем вот один столбик и сюда же провязываем второй столбик. И так продолжаем далее. Один столбик и сюда ввязываем второй. Так вяжем по кругу. В конце второго ряда у нас будет 12 столбиков. Переходим к третьему ряду. В третьем ряду провязываем один столбик, в следующий прибавка. То есть вот вяжем один столбик и сюда же провязываем второй. И так будем продолжать до конца ряда. Вот один столбик, в следующий прибавка. И так чередуем до конца ряда. В конце третьего ряда у нас будет 18 столбиков. Четвертый ряд. В четвертом ряду провязываем один столбик, второй столбик, а в третий прибавка 1 и сюда же провязываем второй. И так будем продолжать до конца ряда. Один столбик, 2, в третий прибавка. Вяжем так до конца ряда. В конце четвертого ряда у нас будет 24 столбика. Вяжем пятый ряд. Провязываем 3 столбика, 1, 2, здесь один маркер, 3, и после третьего столбика прибавка 1, 2, и снова так будем чередовать: один столбик, второй, третий, и после третьего прибавка. Так вяжем до конца ряда. В конце пятого ряда у нас получится 30 столбиков. Шестой ряд. Вяжем 4 столбика, 1, 2, 3, 4. После четвертого столбика прибавка 1, 2. Снова так будем повторять: 1, 2, 3, 4 столбика, после четвертого прибавка. И так чередуем до конца ряда. 4 столбика прибавка. В конце шестого ряда будет 36 столбиков. Перешли к седьмому ряду. В седьмом ряду провязываем 5 столбиков, 1, 2, 3, 4,
5, после 5 столбика прибавка. Снова так повторяем. 1, 2, 3, 4, 5 и после 5 столбика прибавка. Так вяжем до конца ряда. В конце 7 ряда у нас получится 42 столбика. И далее нам нужно провязать 9 рядов по 42 столбика. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ряд. И это мы провязали 16 ряд. Теперь будем переходить к 17, и в 17 ряду начнутся уже убавления. В 17 ряду мы провязываем 5 столбиков. 1, 2, оденем маркер, 3, 4, 5 и после 5 столбика убавление. Захватываем 2 передние стеночки вот 2 столбиков и провязываем убавку, делаем. И так будем вязать до конца ряда. Вяжем 5 столбиков убавка, и в конце 17 ряда получится 36 столбиков. Теперь вяжем 18 ряд. В 18 ряду провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и после 4 столбика убавка. Снова так будем чередовать до конца ряда. 4 столбика убавка, и в конце 18 ряда получится 30 столбиков. После 18 ряда вот такая форма головы получается. Можно брать гремелку, наполнитель и все это влаживать, так как отверстие у нас уменьшается, и потом будет просто неудобно вставлять вот гремелку. Теперь будем вязать 19 ряд. В 19 ряду нам нужно провязать 3 столбика. 1, 2, 3 и после 3 столбика убавка. И так будем вязать до конца ряда. 3 столбика убавка, и в конце 19 ряда будет 24 столбика. 20 ряд. В 20 ряду провязываем 2 столбика. 1, 2 и после 2 столбиков убавка. Так, убавка. И так снова будем вязать до конца ряда. 2 столбика убавка, и в конце 20 ряда будет 18 столбиков. Теперь вяжем 21 ряд. В 21 ряду провязываем 1 столбик и после 1 столбика делаем убавление. Снова так будем довязывать до конца ряда, столбик убавления, и в конце 21 ряда будет 12 столбиков. И после 21 ряда я отрезаю нить. Кому удобно, те могут довязать еще последний 22 ряд и сделать 6 убавлений. Ну, я оставляю вот такую дырочку, мне так будет удобней пришивать. И вот такой шарик, такая вот голова для будущей игрушки-погремушки у нас с вами готова. Теперь будем вязать хомут для деревянного колечка. Для этого мы набираем 20 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот у нас цепочка из 20 воздушных петель. Теперь во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида. И так мы будем ввязывать столбики без накида в каждую воздушную петлю. И вот так довязываем до конца. Всего у нас получится 19 столбиков без накида. Вот мы провязали первый ряд, все столбики без накида. Далее мы будем вязать поворотными рядами. Сделали воздушную петлю, развернули наше вязание и начинаем вязать столбики без накида. В каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем по одному столбику. И вот так вяжем. И такими поворотными рядами всего у нас должно получиться 9 рядов. Вяжем далее их самостоятельно. Вот мы один ряд провязали, второй начали, вот мы его заканчиваем, и всего от первого ряда отсчитываем, чтобы получилось 9 рядов. Вот получился такой прямоугольник. И считаем ряды: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядов. Вы смотрите по толщине своего колечка. Возможно, вам нужно провязать на один ряд больше или на один ряд меньше. Потом вот я его прилаживаю к колечку. И как вы видите, остается вот такое пространство. Вот как бы кажется, что мы связали маленький прямоугольник, и невозможно будет его сшить. Вот я вам хочу сказать, что нужно вязать именно так, чтобы оставалось вот такое пространство. Потому что когда мы его сошьем, вот этот прямоугольник на колечке, тогда сама погремушка будет очень плотно держаться, и голова не будет болтаться вот на вот этом колечке, так как само колечко, вот это вот вязаный вот этот вот прямоугольник, он тоже не будет болтаться, а будет держаться крепко на погремушке. И вот так как мы оставили длинный хвостик для того, чтобы пришить наш прямоугольник вот к деревянному грызунку. И вот каким образом мы будем сшивать. Так. Вот захватываем петелечки с одной стороны и подтягиваем ниточку вот так, чтобы было видно. Теперь за столбики с другой стороны ниточку подтянули и снова вот так чередуем с одной и с другой стороны и ниточку подтягиваем. И как вы видите, наш прямоугольник, он сходится на данном деревянном колечке. И вот так будем дошивать до конца ряда. И вот так сшиваем далее. И вот такое колечко у нас с вами получилось, когда мы пришили наш вязаный прямоугольник. Теперь возьмем голову, которую мы связали для погремушки, и вот наше обвязанное колечко. Далее нам нужно пришить голову вот к колечку. И будем пришивать, вот так положили, чтобы голова находилась по центру нашей привязанной, вот связанной детали прямоугольной. И вот будем захватывать за столбики на вязаном прямоугольнику, подтягиваем ниточку, и за столбики на голове. И вот так подтягиваем.
и пришиваем. И вот так пришиваем голову. И вот какая основа для погремушки у нас с вами получилась. Вот так. Теперь будем вязать воротничок для погремушки. Я буду его вязать белой пряжей. Для этого мы набираем 25 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. И еще 3 воздушные петли для подъема. 1, 2, 3. Теперь в 4-ю воздушную петлю от крючка делаем на крючок 2 накида, провязываем столбик с 2 накидами. Снова делаем 2 накида и в эту же воздушную петлю провязываем 2 столбик с 2 накидами. Еще сделали столбик с 2 накидами и в эту же воздушную петлю провязали 3 столбик. Так мы провязали в одну воздушную петлю 3 столбика с 2 накидами. Далее снова будем провязывать по 3 столбика с 2 накидами в одну петлю. Вот один мы столбик связали, теперь вяжем 2 столбик и сейчас 3. Сделали 2 накида и провязали 3. И так будем вязать далее до конца ряда. В каждую воздушную петлю мы будем провязывать по 3 столбика с 2 накидами. И вот такая деталь у нас с вами получилась. Такой вот воротничок. Теперь мы его прилаживаем к погремушке. Смотрим, что данного воротничка длины нам достаточно. И берем иголку и будем сшивать. Для начала мы сошьем 2 детали, вот 2 половинки. Вот с другой стороны захватываем за воздушные петли. Вот таким образом. Так. Сшиваем. Вот. И еще по одной воздушной петле. Так, вот так, так. И теперь будем пришивать. Вот мы сшили 2 детали. И теперь будем пришивать воротничок к голове игрушки. Ну вот будем пришивать между вот головой и прямоугольником, который мы навязали на деревянное колечко. Так, протягиваем ниточку. И теперь вот будем формировать такие вот как бы складочки на воротничке. Вот так захватывая вот на воротнике
Вот так захватили ниточками, протянули, сформировали вот такую складочку и снова вот захватываем между головой и там, где вот пришивали к основе, ниточку подтянули. Теперь снова, чтобы сформировалась вот такая складочка, захватываем на белом воротничке. Так, подтягиваем ниточку и снова на голове. Опять сформировали такую вот складочку. И подтягиваем ниточку. И вот, как вы видите, такой вот волной у нас формируется воротничок. И так пришиваем до конца. И вот так выглядит основа для погремушки после того, как мы пришили воротничок. В следующем видео мы продолжим вязать поросеночка, свяжем ушки, пятачок и оформим мордочку для нашей погремушки. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!